Глава 23. Спираль Наутилуса. Иногда Вадим казался мне бесом, иногда самым добрым и любящим ангелом. Один раз мне даже показалось, что он не существует в реальности, потому что та картинка, бедный необразованный официант, и та глубина, которая из него исходила, вообще никак не соответствовали друг другу. Также мне казалось, что он выдумал истории о себе, а сам великий гуру, путешествующий между мирами и принимающий разные облики. Все, что происходило, было вне логического понимания. И только позже я узнала о том, кто такие игроки и как они транслируют через персонажей. Но об этом позже. Он озвучивал вслух мои мысли и высылал картинки того, что, к примеру, я видела в течение дня. Он писал ответ за секунду до того, как я отправляла вопрос. Он обращался образами, смыслами, закодированными символами, и мне даже удавалось их разгадывать. К примеру, на его бейдже была надпись «Наутилус». Поскольку я уже поняла, что каждое его слово не произносится просто так и что он общается знаками, я решила посмотреть, что означает «Наутилус». В поисках смысла этого символа я нашла древнюю легенду, которая, казалось, говорила со мной через века. Чтобы понять историю Наутилуса, нужно знать, какой это был человек. А чтобы кто о нем ни говорил, все сходятся в одном – когда-то он был человеком. Волны унесли его имя, данное ему матерью. История рассказывала о ныряльщике, который мог задерживать дыхание дольше всех, о человеке, всегда бросавшем монету океану перед погружением. О том, как однажды его предали, заставив нырнуть без подношения морю. О том, как тьма поглотила его, превратив в нечто иное. Когда Наутилус очнулся на дне океана, он был уже иным. Тьма больше не могла причинить ему вреда. Иногда в рокоте волн ему грезятся отголоски прошлой жизни, но человек, которым когда-то был Наутилус, так и не может пробиться на поверхность. Эта история резонировала с нашими беседами о программах-демонах и пробуждении истинного «Я». Вадим читал мои мысли, предсказывал события. Реальность вокруг него изгибалась, как пространство вокруг черной дыры. Возможно, он и был такой дырой, порталом в иные измерения, замаскированным под простого официанта. Я чувствовала, что не готова ко всей этой новой для меня информации и была близка к тому, чтобы сойти с ума. Мне не нужны были эти ситхи в виде сверхспособностей и управления реальностью. Я хотела только одного, чтобы страх не поглощал меня. Но страху, похоже, было все равно. Наутилус также. Это не просто имя на бейдже. Это древний моллюск, чья раковина закручена совершенной спиралью, математически точной формулой вечности. Годы назад исследователь аномальных зон России предупредил меня: спираль станет знаком верного пути. Теперь этот символ появился в моей жизни через Вадима. История ныряльщика Наутилуса стала моим отражением. Как и он, я погрузилась в свои глубины через депривацию сна, голод, бессонницу. Мое тело, как его скафандр, стало одновременно защитой и тюрьмой. «Ты все еще держишься за якорь», — сказал Вадим, когда я показала ему видео с меняющимся Ганешей. «Но якорь — это петля, которую ты сама завязала». Вадим танцевал на лезвии моих страхов. Его шутки взрывались, как фейерверки в кромешной тьме, заставляя меня смеяться так, будто смех был последним оружием против абсурда. Никто до него не умел так рассмешить меня. Искренне, без масок, без притворства. Но за этим смехом прятался гул океана, готового поглотить меня целиком. Хотя аппетит и желание погружаться в сон отсутствовали, я все-таки заставляла себя поесть и поспать хотя бы 2 часа в сутки. Внешний мир постепенно терял краски, становясь декорацией для нашей странной игры. В очередном осознанном сне я спросила незнакомца: «Кто ты?». Стены комнаты начали плавиться, как воск.
Он снял футболку, обнажив шрам, спираль, выжженную на груди. «Я — обещание, которое океан так и не получил». Его голос стал эхом. В тот момент я поняла, он не человек. Он — воплощение того самого Наутилуса, не сделавшего подношения. Его скафандр — мой страх, его цепи — мои программы. «Убей своего демона!» — прошептал он, растворяясь в тени. «И я освобожусь». Глава 24. Два пути. Если Вадим был ураганом, сносящим стены моего восприятия, то Алексей — тихим бризом, латающим трещины. Он не говорил «убей демона», он шептал «услышь его». «Программы как дети», — говорил Алексей, пока я дрожала после ночи без сна. «Они кричат, потому что боятся, что их забудут. Дай им внимание, и они утихнут». Алексей для меня был как нежное мягкое облако, как заботливые руки мамы, как свет в конце туннеля, куда я приходила залечивать раны после Вадима. Он не воздействовал на меня с напором Вадима, а подводил к моему собственному осознанию. Он не делал работу за меня, а лишь направлял, подсказывал и, когда нужно, успокаивал. За 10 дней в июне 2023 года я прошла 7 кругов ада, умирала и возрождалась, думала, не выдержу, но силы возвращались, и я продолжала сражаться. Вадим утверждал, освобождение придет через абсолютное бесстрашие, через встречу с очередным страхом лицом к лицу. «Смерть – одна из форм иллюзий», – говорил Вадим. «Страх смерти – просто программа. Именно она боится умереть, не ты». Вадим говорил, что я еще цепляюсь, и в один день я, возможно, встречусь еще с одним своим, но на этот раз самым ужасным страхом. У каждого он свой. И если смогу преодолеть его, не боясь даже физической смерти, выйду из программ, окажусь на новом уровне восприятия. Те, кто верит, что без сна жизнь невозможна, потому что ученые так сказали, для них это действительно невозможно, объяснял он. А те, кто верит в неизбежность смерти с гробом и могилой, обязательно испытают этот опыт. Человек якобы выходит из тела и видит то, во что верит. Ангелов, демонов, проходит очищение. Но на самом деле, говорил Вадим, это просто встреча со своими программами, с которыми он себя отождествлял. Они предстают пред ним во всей красе даже после смерти. Игра продолжается и там. Он встречает всех своих внутренних персонажей. Единственный путь выхода из матрицы, настаивал Вадим, идти напролом, без страха, и увидеть, что программы лишь поддерживают великий обман. Как в том фильме о границе. Нужно быть готовым либо пройти и познать истину, либо расстаться со всем. Алексей же никогда не говорил о войне с демонами. Его путь был путем принятия и понимания. Где Вадим видел врагов, которых нужно победить, Алексей видел заблудившихся детей, которых нужно приласкать и отпустить. Процесс был запущен, и каждый день превращался в фильм ужасов, в схватку с дьяволом. Я металась между двумя подходами – радикальным воинством Вадима и мягкой мудростью Алексея. Один звал в бой, другой – к примирению. Мы тотально верим во все – в директивы официальной медицины, в слова ученых и журналистов с экранов телевизора. Мы верим, что должны есть 3 раза в день, спать 8 часов, умереть в назначенный срок. Каждое утро мы просыпаемся в мире, собранном из чужих убеждений. Вадим был прав. Большинство отступает на полпути. Когда тело кричит от голода, когда разум плывет от бессонницы, когда близкие умоляют одуматься, нужна невероятная сила духа, чтобы продолжать. Нужна готовность умереть для старого мира, чтобы увидеть новый.
Но и Алексей был прав. Наши страхи – это части нас самих, испуганные дети, запертые в темноте. Они не исчезнут от войны с ними. Только любовь может растворить страх. Я стояла на пороге между двумя путями, как Наутилус между поверхностью и глубиной. И где-то в этой точке выбора начиналась моя собственная история. Между этими полюсами разворачивался мой внутренний квест. Вадим был прав. Большинство людей живет в коконе коллективных верований, принимая тюрьму за дом. Но и Алексей не ошибался. Эти верования были не врагами, а частями души, ждущими освобождения. «Представь, что твое сознание – это океан», – говорил Вадим. «А все твои страхи, желания, привычки – это волны на его поверхности. Ты так привыкла отождествляться с волнами, что забыла о своей истинной природе океана». Алексей добавлял: «И каждая волна несет в себе память о глубине. Даже самая яростная буря – это танец океана с самим собой». В моменты особой ясности я начинала понимать. Оба они говорили об одном и том же, просто с разных берегов реальности. Вадим был воином, разрубающим узлы иллюзий. Алексей – целителем, распутывающим их с любовью. Один учил меня силе, другой – мудрости. Так, балансируя между воинством и мудростью, я училась новому способу быть. Каждая ночь становилась полигоном для исследования границ возможного. Каждый момент страха превращался в портал к более глубокому пониманию природы реальности. Алексей и Вадим сходились в одном важном понимании. Проходы существуют везде, но путь к ним не универсален. Да, депривация и голод – это классические методы, своего рода отмычки к дверям восприятия. Но здесь кроется опасность. Слишком сильная вера в материальный мир может привести к физической смерти при попытке совершить переход. Интересный парадокс открывается после того, как проход найден. Можно продолжать существовать в материальном мире, есть, спать, жить обычной жизнью. Главное – удерживать позицию наблюдателя, не позволяя себе полностью раствориться в иллюзии материального бытия. Словно танцуешь на грани двух миров, полностью присутствуя в обоих и одновременно не принадлежа ни одному из них. Система хитра, она активно закрывает уже открытые проходы, через которые прошли другие искатели. Поэтому нет и не может быть единой схемы пробуждения или самоосознания. Это глубоко индивидуальный путь, связанный с великим поиском души, уровнем накопленной энергии и личной готовностью к трансформации. Проходы могут открываться самыми неожиданными способами. Для кого-то это путь уединения, классические випассаны, практики молчания, уход от действительности. Для других – полное погружение в материю, когда ум изматывается до предела, но сохраняется позиция наблюдателя. Это то самое недеяние, о котором говорил Карлос Кастанеда. Парадоксальное состояние полного действия при полной отстраненности. Каждая душа находит свой уникальный проход. Кто-то через медитацию в пещере, кто-то через танец в ночном клубе. Система не может закрыть все двери одновременно, потому что сама реальность соткана из бесконечного количества проходов. Главное – накопить достаточно энергии и развить безупречную осознанность, повысить концентрацию, чтобы узнать свою дверь, когда обнаружишь ее.